Привет, друзья! Меня зовут Анна Тмерова, и я рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что вы вместе со мной делаете новые букеты. И сегодня мы с вами сделаем классический букет из конфет. Это такой букет, который никогда не выходит из моды, который нравится очень большому количеству людей. И я даже не представляю, сколько букетов за то количество лет, которые я работаю, я сделала именно таких вариантов букетов. Уверена, многим из вас он тоже очень нравится, и многие из вас просят меня о том, чтобы я засняла для вас этот мастер-класс. Поэтому именно таким классическим букетом посвящен наш сегодняшний мастер-класс. Кроме множества бутончиков с конфетами, которые нужны для этой корзинки, нам нужна органза. Огромный секрет этого букета кроется именно в том, как мы делаем фунтики для этого букета. И органзу я предлагаю брать не слишком яркую, а вот такую прям травного цвета органзу. И нарезаю я ее на такие полосочки шириной 12 сантиметров. И их складываю сначала пополам, потом еще в 3 слоя. У нас получаются такие квадратики. В принципе, все начинается так же, как мы делаем обычные фунтики. Но здесь мы делаем немножко наоборот. Если обычно мы с вами фунтики складывали вот таким образом, да, и делали 4 ушка, то здесь мы с вами складываем квадратиком на ту часть, где мы сложили 2 конца, вот сюда, где соединяются у нас свободные концы. И я капаю капельку клея. На эту капельку я ставлю зубочистку, предварительно капельку размазываю. И другой конец, где у нас тоже 2 свободных края, все свободные концы были приклеены сюда. И получается, здесь соединяется все. И его мы расправляем. Получается эффект парашюта. Такой объемный фунтик у нас получается. Он создает эффект шапочки. И вот именно такие фунтики мы будем использовать в этом букете. Именно благодаря им создается такой офигенный просто эффект. Как вы понимаете, для любого букета фунтиков нужно много. А так как здесь у нас букет в основном состоит из бутончиков и таких фунтиков, то можете представить, сколько их нужно. Я никогда не считаю, сколько у меня уходит фунтиков на букет, поэтому если вы вдруг решите мне задать такой вопрос, я на него не смогу ответить. При том, что на один и тот же букет у меня где-то может уйти больше фунтиков, где-то меньше, да, поэтому делаем их такое количество, сколько вы считаете, что вам точно хватит. Вот, я заготовила множество фунтиков из органзы, у меня готовы бутончики с цветами. Как их делать, я показывала в одном из видео на моем канале, поэтому вы можете посмотреть мастер-класс по таким цветочкам на канале YouTube. И у меня готова корзинка. В этот раз я не стала фиксировать все на проволоку, я просто приклеила на клей. Кстати, мастер-класс вы тоже можете найти на моем канале. Теперь мы с вами берем атласную ленту. У меня вот такого нежного розового цвета 1 см шириной. И этой ленточкой оборачиваем саму ручку. Для этого я начинаю приклеивать кончик в самом конце, здесь вот на переходе, и дальше просто наматываю ленточку через ручку. Оставляю часть ручки виднеющейся, так чтобы это было видно. И полностью всю ручку вот так вот обматываю лентой. Фиксировать достаточно в начале и в самом конце. Кончик просто тоже фиксируем на клей.
И лишнюю ленточку отрезаю. И вот такая корзиночка с красивой ручкой у нас получается. И теперь начинаем собирать саму корзинку. И первое, с чего мы начинаем собирать корзинку, это с фунтиков. Раскрываем каждый фунтик и вставляем вот так вот по кругу корзины. Полностью заполняя корзинку по кругу. Достаточно вплотную друг к дружке. Обязательно распушаем фунтики, создавая им объем. И вот так вот прям вдоль края, так чтобы фунтики практически доходили либо до края, либо были немножко повыше. Вот так вот в круговую все заполнила фунтиками. Их я не креплю на термоклей. Теперь я беру бутончики и начинаю вставлять эти бутоны по краям с одной стороны и с другой стороны. После того, как я определилась с местом, куда я буду их вставлять, я на кончик капаю клей, на кончик ножки, да, бутона, и вставляю, уже фиксируя сразу на клей. Начинаю я собирать такие корзинки именно с этих двух бутончиков. Теперь по кругу я расставляю другие цветочки. У меня первый круг, это будет 18 цветов. У вас в зависимости от того, какая корзинка, да, может быть другое количество. И остается еще один цветочек, который я вставляю сюда. Теперь у нас это выглядит вот так. Обычно таким образом я начинаю собирать такие корзинки именно кругами. Мне так удобнее. И теперь каждый цветочек, который мы вставили, мы точно так же фиксируем при помощи капельки клея. Вытаскиваю и обратно вставляю. Эту процедуру проделаю с каждым цветочком. Вот то, что сейчас получилось. Теперь я продолжаю вставлять фунтики между цветами. Мы сделали один слой цветов. Теперь следующий слой у нас снова фунтики. Полностью по кругу, расправляя их, мы вставляем в нашу корзинку. Вставляем так, чтобы они закрыли все промежутки между цветами.
Вот такая корзинка получилась. И теперь продолжаем ставить цветочки. Второй круг у меня 12 цветов. Их я расставляю между теми цветами, которые мы уже поставили. Вот такая красота. Теперь каждый цветочек вытаскиваем и фиксируем на клей. Все так же, как с первым кругом цветов. Вот такая корзинка. И осталось заполнить снова еще один ряд фунтиков. И оставшиеся цветы вставляем в середину самой корзины. Смотрите, как это выглядит, очень красиво и изящно. Осталось добавить еще 5 цветочков. Их я распределяю просто посередине корзины, уже в разброс, равномерно заполняя пустые пространства. И 3 цветочка посередке. Вот так будет выглядеть. Теперь эти центральные цветочки я тоже фиксирую на термоклей. Это мы делаем для того, чтобы букет не разлетелся случайно у клиента в руках. Мало ли, как он его будет вести. Я вам уже рассказывала однажды историю, да, как на моих глазах дарили букет из конфет в Ярославле. Я была там на одной конференции, и там дарили букет из конфет. Он был в стеклянной вазочке, и, похоже, мастер не фиксировал вообще этот букет. И просто на сцене в тот момент, когда этот букет дарили людям, букет взял и разлетелся. И это выглядит, честно говоря, вот правда, это выглядит ужасно, когда вот так вот случайно букет разлетается в руках клиента. И это, конечно же, в первую очередь ошибка самого мастера, да? Поэтому фиксируем хорошенько каждый цветочек. И теперь у нас осталось заполнить пустые пространства между цветочками в серединке букета. Так, чтобы основу не было видно совсем. А фунтики, они сами по себе легкие, поэтому они не вылетают из основы, да? Вот конфетки, они имеют определенный вес и могут вылететь цветочки. Чтобы этого не происходило, мы обязательно все фиксируем. И вот такой вот букетик у нас получается. Вот такую красоту сотворили мы с вами своими руками.
Я думаю, вы видите неоднократно уже, да, что букеты из конфет можно сделать самостоятельно и сделать очень красиво. И если вам нравятся мои мастер-классы и вы готовы делать букеты из конфет снова и снова, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик для того, чтобы следить за обновлениями канала и чтобы первыми узнавать о том, какой мастер-класс выходит следующий. Обязательно пишите мне свои пожелания, какой бы еще букет или композицию вы хотели сделать вместе со мной. Я обязательно рассмотрю и подумаю, как это можно сделать, и по возможности сниму для вас новый мастер-класс. Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо за ваши теплые слова в комментариях, которые вы всегда пишете. И до скорой встречи. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока!